Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Сегодня мы разберем 331 главу манги Черного Клевера, которая ознаменует начало финальной арки этой манги, как бы это печально не было осознавать. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 331 глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Главу вы сможете прочесть по ссылке в описании, она станет доступной, как только я закончу ее обработку. После окончания сражения с Верховным Дьяволом, с помощью теневого перемещения, Нахт доставляет Юна к человеку, который очень сильно хотел с ним встретиться. Этим человеком оказалась Сиэль Гринбериал, мама Юна, последнего законного наследника престола Пикового Королевства. Как оказалось, она выжила, скорее всего благодаря содействию сопротивлению поддерживающих былых правителей. Сиэль была очень счастлива видеть своего сына живым и невредимым, особенно если он вырос таким замечательным человеком. Сказать, что Юна был шокирован, то что его мать, о которой он узнал лишь по чужим воспоминаниям, все-таки жива, это ничего не сказать. Поэтому большую часть времени он просто провел в ступоре, пока люди сопротивления пытались разузнать, вернется ли принц на свою родину. Ибо королевству сейчас как-никак нужен человек, способный защитить народ в такое-то трудное время. Да и к тому же придется наверстать все упущенное за все эти годы, и не все сразу даже получится принять, так как это совсем другое королевство, и разрушения здесь наверняка в некоторой степени превышают клеверские. Выслушав наконец череду этих вопросов и предложений, Юна все-таки высказал свою точку зрения, которая меня чуточку огорчила. С одной стороны, он, можно сказать, отказался возвращаться на свою настоящую родину и помогать восстанавливать королевство, а с другой стороны, он упомянул о той семье, которая ждет его в Клевере. Там его дом, там его лучший друг, а также он не забыл о клятве, данной Асте, первым стать королем магов. И это все, конечно, круто и мило, но, как мне кажется, в такое-то трудное время помочь восстанавливать и защищать свою родину, место, где он родился и живут его родители с знакомыми, намного важнее. И обещание можно либо отложить, либо спроецировать его в немного другом образе. Хотя можно понять и Юна, он этих людей видит впервые, а в Клевере у него есть действительно очень близкие люди, можно сказать даже семья. Так что здесь и вправду предстал очень сложный выбор. Показали также и Асту. Между пареньком и Либи все-таки произошел долгожданный разговор о Личите. В нем Астер благодарил дьявола за то, что тот показал его мать, хоть и в воспоминаниях. Возможно, он все это время и обижался на нее за то, что она его бросила, но он был счастлив, узнав, что все это время Личита любила его. Асте было очень приятно это осознавать, как и нам всем. Благодарности последовали также и со стороны Либи, который был признателен этому человеку за то, что он помог отомстить за смерть Личиты. И раз уж его цель они выполнили, теперь Либи хотел помочь Асте достичь того, чего он желал, а это стать королем
волшебником, та самая клятва, данная сопернику. Но для начала им нужно было вернуться в королевство Клевер, дабы убедить жителей в том, что Либия хоть и является дьяволом, но это никак не делает его плохим парнем. В особенности, все это нужно было доказать Дамнатио, вынесшего приговор за злодеяние Загреда на плечи бедного паренька без магии. В общем-то, такой себе счастливый хэппи-энд, если можно так сказать. Ибо вспомните мои прошлые слова о том, что в этом бою, возможно, победили не они, а враг, которому как раз и несут сердце Верховного Дьявола. Кстати, Кира в этот момент направлялся к Юлиусу Новокрона, поскольку у него к нему были некоторые вопросы. Юлий же также не сидел без дела. Он ознакомился с отчетом с поля боя королевства Пик, радовался, что они все-таки смогли сразить Люцифера, но что-то его все-таки не покидало. Плохое предчувствие, которое он ощутил в момент появления Люци. Однако с его исчезновением эта жуткая пульсация никуда не пропала, и это волнение никак не покидало его голову. К этому времени в кабинет короля магов пришел Кира с личным разговором к Новокрона. С момента битвы с Загредом Дамнатио провел много времени, изучая информацию об одержимых в королевстве Клевер. Его взору приглянулись документы 20-летней давности. В них говорилось, что верховного дьявола, такого как Мегикула, не существует, вернее ее нет в древе Клипот, о чем я собственно вам неоднократно говорил, упоминая о демонологии и ритуале древа Клипот. Да, Меги есть в мире преисподней по замыслу Табаты, но она не была одна из трех верховных. Мегикула была высокоранговым дьяволом. В записях числилось всего 3 верховных: дьявола гравитации Люцифера, дьявола пространства Вельзевула и дьявола времени Астарота. Дивным образом темная триада заполучила 2 верховных, а третьего заменила Мегикула. Но тогда как Астарот смог покинуть преисподнюю? Возможно, это было совпадение, но Дамнатио показалось странным, что существует лишь один человек в мире, кто владеет магией времени, и это был Юлиус Новокрона. При всех очевидных фактах Кира надеялся, что Новокрона не был тем дьяволом, кто спас королевство Клевер. Он надеялся, что все это было лишь страшным совпадением. Но в эту же секунду, в ужасе напуганный король магов, будто вспомнив, что же на самом деле то было за страшное чувство, услышал чужой голос, который говорил: «Это был я». И не успел предупредить Дамнатио, как тело Юлия замерло во времени, после чего, сменив свой облик, говоря: «А что если и так? Ты ведь этого хотел услышать?» В мгновение ока, воздействуя на тело Киры, враг вырубает его. Возможно, это, кстати, было применение магии времени, ведь гримуар Юлиуса показался во всем своем полном варианте. А помните, в интернете ходила информация, что гримуар короля магов какой-то ненормальный, ибо у него нет переплета. Так вот, все это полнейшая чушь, поскольку сейчас, закрыв его, нам показали обложку этого самого гримуара, а его владелец был никто иной, как 4-й Загратис, Люциус, одержимый дьяволом Астаротом. К нему-то и направился дьявол Адрамелих с их добычей в виде сердца Верховного Дьявола. И помните, что я говорил, что все это, ритуал Клипот, битва с Люцифером, может быть всего лишь запланированным спектаклем 4-го Загратиса. Так оно и вышло. В чем мы, собственно, можем убедиться со слов Адрамелиха, что все прошло четко, как он и планировал. Что ж, предположение о том, что Юлиус Новокрона оказался 4-м Загратисом, оказалось верным. Но тогда, еще в декабре, люди восприняли эту теорию не очень однозначно. Одни действительно засомневались в короле магов, а другие просто начали меня хуесосить, говорить, что это все полная хуйня. Но в итоге теория все-таки сбылась. И на первый взгляд вам может показаться, что Юлий-то оказался предателем, но тут я с вами не соглашусь. И я даже скажу, что это не так
та же ситуация, как с Ванженсом и Патри. Сейчас все объясню. На самом деле Юлиус никакой не предатель, поскольку его просто не существовало. Это все четвертый Загратис. Как нам известно, он одержим дьяволом Астаротом с магией времени, которая была основной магией Юлия. Но у Люциуса есть и своя собственная магия. Напомню, что Триада обладала магией костей, крови и плоти. Люциус же может обладать магией, которая воплощает в себе все эти три магии, либо же стоит во главе. Это либо душа, или, если просто сказать, трансформация. И второй вариант более вероятен, ибо в свое время были споры по поводу того, что у Юлия были две магии – времени и перевоплощения. С первой все понятно, а вот перевоплотиться, оказывается, могут далеко не все подряд. Раньше Грей трансформировалась, но у нее, как оказалось, магия трансмутации, меняющая свойства материи. Перевоплощение Юлиуса же настолько отличное, что даже Ями не смог засечь его в другом облике с помощью Ки. Так что это все имеет смысл. Перевоплощение — это я так назвал по-простому. Мы ведь еще не знаем точное название магии Люциуса Загратиса. Однако с помощью этой магии он смог изменить даже свой гримуар, сокрыв то, что он пикового королевства. И таким же образом изменил свой облик. К тому же эта магия, возможно, может влиять и на память, если можно так сказать. Ибо Юлиус Новокрона, созданный человек, в которого перевоплотился четвертый Загратис, действительно был добрым и всеми силами стоял за Клевер, о чем говорят его переживания. Ведь не стал же он попросту ломать себе голову о том, что же это было за чувство-то такое. Эта самая пульсация была лишь знаком освобождения закрытых воспоминаний. И что более устрашающее, так это то, что все это было спланировано заранее, а это просто какой-то пиздец. Кстати, подтверждение того, что истинной магией Люциуса может быть что-то наподобие трансформации или связанное с ней, это сам гримуар. Посмотрите на его странную эмблему. На первый взгляд может показаться, что это просто две пики. Хз, может оно и так. Но если посмотреть повнимательнее, можно найти в нем знаки всех четырех королевств данного материка. Пики, сердца, бубна и четырехлистного клевера. И вы только представьте, один знак может быть воплощением эмблем четырех королевств, а у самого Люциуса на лбу знак Нильфгарда, привет прохождением Ведьмака. Его значение мне пока неизвестно, так что если что, можете рассказать, что оно значит в комментариях. Так что да, эта эмблема всех королевств может означать то, что владельцу гримуара подвластно трансформировать все, что угодно, может быть даже гримуар. Но это не точно. Также за все это время сражения с Люцифером в интернете гуляла теория, что часы, на которых постоянно делали акцент, что-то значат. В этой главе, кстати, без них тоже не обошлось. До этого времени я эту тему не затрагивал, так как еще не понимал, к чему это все было. Но сегодняшняя глава открыла всем глаза. Пока шла борьба с Триадой, дьяволами и в конце концов Люцифера, время на часах то останавливалось, то отматывалось. Как будто битва постоянно начиналась снова и снова, а уже после победы над Люцифера часы все-таки перешагнули отметку в 6 часов 45 минут. Так а что же произошло? Верно, Верховного Дьявола убили, и Адрамелих получил сердце дьявола, а когда он пришел к Люциусу, говоря, что все прошло так, как ты и планировал, он сказал: верно, у меня ведь много времени. Думаю, тут и дураку все станет понятно. Теперь же поговорим немного о грустном. Эта глава ознаменовала начало новой арки, которая будет финальной в Черном Клевере. Угу, грустненько. Но зато она должна быть примерно такая же, как и арка с эльфами. 200 плюс глав. Это равно около 3,5 или 4 годам выхода манги. Так что еще увидим, как раскроются тайны Черного Клевера. Но и это еще не все. После этой главы у Табаты, автора манги Черный Клевер, будет перерыв на достаточно длинный срок, дабы качественно составить конец манги. Перерыв намечается примерно на 3 месяца, но не исключено, что отпуск продлится до конца лета, это довольно-таки вероятно. Так что выпуск новых глав может начаться аж с сентября, а может немного и раньше. Но в любом случае, чтобы быть в курсе, подписывайтесь на YouTube канал, на группу ВК, Telegram, ставьте уведомления, чтобы не пропустить выход новых глав. До скорого!
А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. И если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.